Теперь, сейчас, может быть, совершенно забылено. Так что будет разговор по-английски с Феликсом и Гришей. Ладно? Спасибо. Привет. На самом деле, Джейми очень хочет поговорить с вами, и мы дадим эту возможность. Но сначала с ним поговорю я. Давайте, наверное, начнем с того, чем вы занимались до «Разрушителей легенд». Well, вы изучали русский. Русский язык? I don't know. I'm not sure that I can tell that story that well. Не уверен, что могу рассказывать полностью. Нет, я имею в виду еще до этого, когда вы изучали русский, как это случилось? Почему я учился русского языка, было того, что мне нравилась музыка, и, русский, как сказать, бас, очень, мне надо было знать другие языки от того, что I should just talk in English. I had to have a language requirement for the degree. Для того, чтобы получить высшее образование и диплом, мне нужно было изучать зарубежные языки. And so I decided to pick a language, and I thought that, what am I going to do with French? Стал я выбирать языки и подумал, если французский, что я с ним буду делать? So at that time, this was over 35 years ago, and so Soviet Union was one of the major powers, or Вы знаете, Russia is. Было 35 лет назад, тогда еще была такая сверхдержава Советский Союз, которая сейчас стала Россией. And I wasn't sure what I wanted to study in college, but when I started studying Russian, I grew to love it. For me, learning the language or speaking the language was like playing chess. It was very intricate and precise and quite beautiful. Сначала я точно не знал, что я хочу изучать в институте, но потом, постепенно, когда стал изучать русский язык, я увидел, насколько он точный и интересный, насколько он насыщенный, богатый мыслями. Я думаю, Джейми будет не просить этой роли, он не просто изучал русский язык, он изучал библиотечное тело. И следующий кусок вашей Библиотечный? Да. Oh, и следующая часть вашей биографии, моя любимая. Вы были капитаном корабля в Карибском море. Расскажите об этом. Yeah, so this is how I went. Итак, вот как это получилось. I started studying Russian, and I wanted to be, a bibliotekar and in Russian Slavic languages. Я хотел изучать русский язык для того, чтобы работать в библиотеке, и также ориентировался на изучение славянских языков. And I did well in school, but I decided to take a vacation, and I went to the Caribbean. Итак, я хорошо учился в институте, но я решил поехать на каникулы и уехал на Карибское море. And so I intended to just get a job on a boat and learn what it was like to sail on the ocean. Итак, я поступил на работу на корабль и научился управляться с парусом. But a week after I got there, I had my own boat. Но через неделю после того, как я туда попал, у меня был собственный корабль. And 6 months after that, I had my captain's license and a dive master's rating. И через 6 месяцев я получил водительские права капитана корабля. And I worked there as a captain for 4 years. Я работал в качестве капитана уже 4 года. And eventually I became tired of dealing with tourists. И в конце концов я устал иметь дело с туристами. You tend to choose a job that you
maybe you just evolved into it. You had a job through a relative and you decided to make a living that way. Часто получается так, что перед людьми стоит выбор, и они, выбирая себе профессию, выбирают профессию, может быть, потому что у них есть какой-то родственник, который помог им поступить на эту работу. But by that time, I had come to understand that I could do about anything that I wanted to, as long as I was methodical and diligent about it. Но я пришел к выводу, что уже не важно, на какую работу ты приходишь, нужно быть методическим и очень добросовестным работником. And so I studied myself. Так что я учился сам по себе. And I made careful notes about what I could do well, what I wanted to do. И так я для себя вел записи и записывал то, что у меня хорошо получается и что я хотел бы делать. I made lists and priorities. Я составил список и подвел черту под основными, то, что называется, приоритетами. And so I decided to get into special effects in movies. Так что я решил заниматься специальными эффектами в кинопроизводстве. Because it was very creative. Потому что работа была очень творческая. It involved a wide range of materials and processes. Она привлекает огромное количество различных материалов и процессов. It was very hands-on. Это была очень практическая работа. And more than that, it actually reached a lot of people. И на самом деле это помогало познакомиться и общаться с большим количеством людей. There are a lot of creative things that you can choose as a way of making a living. Чтобы зарабатывать на жизнь, есть много творческих профессий. But with something like a sculpture or painting, it doesn't reach as many people as film does. Дело в том, что скульптура или живопись, она не достигает такого большого количества людей, такой большой аудитории по сравнению с кино. And so I went about methodically getting my way into working in special effects shops in the United States. Таким образом, постепенно я стал приходить на работу и добился того, что стал работать в специальных эффектах в кинопроизводстве. And at this point, I think when I stopped working in making commercials and movies, И когда я уже занимался тем, что участвовал в киносъемках коммерческие рекламы или художественных фильмов, I had done something like 800 commercials and a couple dozen feature films. And at that point, I guess things started to change because special effects became much more movie or more computer oriented. Но со временем происходил такой процесс, когда специальные эффекты переместились в области компьютерной графики. And so at one point, a producer, an Australian producer, came to me with this idea to do a show about urban legends. И в этот момент ко мне обратился один австралийский продюсер, который предложил сделать телевизионное шоу, посвященное городским легендам. And I decided to do that because the practical effects, as we know it, were starting to be fairly rare. И действительно это показалось очень интересно, потому что практический эффект оказался достаточно редким. And so I decided to give it a try. I would also note that that this producer knew me from the days when I was competing in Robot Wars. Robot Wars. Этот продюсер знал меня, потому что я участвовал в съемках фильма «Войны роботов». Окей, я переведу. На самом деле роботы сражались. Настоящие роботы. Он делал роботов, которые убивают друг друга. А можете сказать немного поподробнее, потому что я знаю, что вы сделали робота Бленда, из-за которого вам запретили участвовать в этих сражениях роботов, потому что он был слишком сильный. Yeah, I made this robot, and I warned the people that ran the event that there would be a problem. И я сделал этого большого робота и предупреждал людей, что могут быть негативные последствия. Because of all the shrapnel. Потому что из-за всей этой шрапнели. And they said, that's not my problem. Они сказали, что это не моя проблема. It was the problem of the event. Что это было проблема события. And so I would drive out the robot, and the opponent would drive out. The opponent would explode,
Так что ехал один робот, ехал другой робот, и произошел взрыв одного робота. And then they would ask me to leave. И меня попросили уйти. Yeah. Это потому, что я стал известнее. Может быть? Is that right? Ясно. Так что это случится раз, и тогда еще раз. They raised the walls. Они подняли уровень стены. And that time no shrapnel left the arena. И поскольку шрапнель не могла вылететь за пределы арены, but at the second match, about my robot Blendo, и на втором матче мой робот по имени Блендо ripped the opponent in half and threw it right at the judge's box. Он во время обстрела разорвал противника робота пополам, и часть осколков попала в место, где сидели судьи. And so they asked me to leave again. Так что меня еще раз попросили уйти. Это важный фактор. I can't say. I would note that both times they gave me the heavyweight championship, and before they asked me to leave. Должен сказать, что в обоих случаях, до того, как меня попросили уйти, мне дали знак, медаль победителя в сражении тяжеловесов. So, you know, what happened with this Итак, что с этим произошло? was that this caught the attention of this Australian film producer. Такие события привлекли внимание австралийского продюсера. And because he understood that guys that work in special effects, like I did, И он понимал, что такой парень, который работал уже какое-то время со специальными эффектами, can build just about anything. он может собрать практически все. So that was why he came up with this idea to do this show about urban legends, where we wouldn't just talk about these things, but we would also actually recreate them. И таким образом вот эта идея этого продюсера состояла в том, что будет такое шоу, на котором мы не только будем говорить о городских мифах и легендах, но мы попытаемся воспроизвести в физическом смысле. Хорошо, Джейми, вы делали это шоу 14 лет. Это очень много. Какая у вас была главная мотивация? Зачем вы этим занимались? Деньги. Money. Yeah, I had a small business. Ну, знаете, у меня было маленькое коммерческое предприятие. I had to pay the rent, I had to pay for employees. Мне нужно было оплачивать аренду помещения, нужно было платить зарплаты сотрудникам. And so, just as a matter of principle, Так что дело принципа. It's necessary to diversify to be able to pay the bills. Необходимо диверсифицировать свой бизнес для того, чтобы иметь возможность оплачивать счета. And I thought that the very last thing that would ever happen, was that this would be successful. But just out of principle, I decided to try it. На самом деле я не рассчитывал на то, что будет большой успех, но просто исходя из принципа, принципиальной позиции, я решил, что нужно попробовать. There's a very important thing that somebody once told me, and that is that you will not succeed at 100% of the things that you don't try. И однажды один умный человек сказал мне: ты не достигнешь стопроцентного успеха, если ты не будешь пытаться.